Война. День 204. Ситуация на фронтах. России остро не хватает желающих воевать в Украине, поэтому она пытается вербовать заключенных в тюрьмах, обещая им свободу после 6 месяцев на войне, в том числе сидящим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким образом, Россия грубо нарушает собственные же законы. Восток. Похоже, что после удачного наступления в Харьковской области украинские войска взяли оперативную паузу, и о дальнейших их продвижениях неизвестно. Россия, в свою очередь, продолжает накапливать войска в Сватово и, похоже, намерена удерживать Луганскую область. Бои за Верхнекаменское и Спорное продолжаются, как и в районе Солидара и на подступах к Бахмуту. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без каких-либо изменений. Юг. Бои за Киселевку продолжаются, а информация о ее освобождении подтверждения не имеет. Россия нанесла удар по плотине в Кривом Роге с помощью ракет «Искандер» и «Кинжал», вследствие чего дамба получила повреждения, и вода из водохранилища начала быстро уходить. В результате начался разлив Ингульца ниже по течению. Военный смысл этого удара – усложнить переправу войск ЗСУ в районе Давыдова Брода. В то же время это является и выстрел себе в ногу, ибо россияне сами переправляются через Ингулец с помощью понтонов, но в целом разлив тут не столь масштабный, чтобы кардинально усложнить переправу кому-либо, и удар больше является актом террора по отношению к мирным жителям, на что не жалко очень дорогих и дефицитных ракет. Кривой Рог и ближайшие села подтопило, а в городе появились проблемы с водоснабжением. В свою очередь, ЗСУ поразили российский военный объект Новой Каховки, вероятно с помощью «Хаймарс». На опубликованных кадрах видно много разбитой техники. Россияне продемонстрировали кадры, на которых они якобы уничтожают баржу с украинским десантом на Запорожскую АЭС, о котором они сообщали ранее и никаких доказательств десанта не предоставили. Тут Минобороны РФ, видимо, решила, если уж позориться, то до конца, ибо на опубликованных кадрах даже не баржа, а опора моста через Днепр, который строили немецкие войска в 1943 году, и на это они тратят ракеты. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать адекватные комментарии, подписываться и колокольчик. И огромное всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.